Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Деревня Вербовая замерла в липком душном ожидании. Центр жизни, площадь у векового кряжестого дуба, превратился в арену страха. Там, привязанный толстыми пеньковыми канатами к нижним ветвям исполинам, бесновался черный жеребец. Он был подобен сгустку грозовой тучи, упавшему на землю. Шерсть, лоснящаяся от пота и дорожной пыли, отливала вороненой сталью. Жеребец был огромен, мышцы перекатывались под кожей, словно живые камни, а копыта выбивали из иссохшей земли фонтаны пыли. Каждый раз, когда он вставал на дыбы, веревки натягивались до звона, и дерево, видевшее сотни лет, жалобно скрипело. Жители деревни наблюдали за ним издалека, сбившись в кучки. «Это не просто лошадь», — шептала старая Марта, прижимая к груди пустую корзину. «Посмотрите в его глаза. В них горит огонь из самой преисподней. Он убил своего хозяина, я точно знаю. Говорят, он прибежал с севера, из выжженных лесов», — вторил ей кузнец Савва, покрепче сжимая тяжелый молот. «Такого зверя не объездить. Только пулю в лоб или нож под лопатку, иначе беды не миновать. Вечером соберутся старейшины, решат. Но я вам так скажу, не жилец он здесь. Люди кивали. Страх — заразительная болезнь, и в Вербовом им были больны все, кроме одной души». Алина стояла за углом старого склада, наблюдая за жеребцом сквозь щель в заборе. Ей было 9 лет, и в этой деревне она была такой же чужой, как и этот конь. Сирота, чьи родители ушли в метель 3 года назад и не вернулись, она жила у дальней родственницы, которая кормила ее скорее из христианского долга, чем из любви. Алина не видела в жеребце демона. Она видела то, что другие скрывали за собственным испугом. Она видела, как дрожат его ноздри, втягивая запахи чужого, враждебного места. Видела, как дико вращаются его зрачки, пытаясь найти хоть один знакомый силуэт. «Он не злой», — подумала Алина, и сердце ее сжалось от странной колючей боли. Ему просто больно, и он совсем один. Когда толпа немного поредела, разойдясь по домам на обед, Алина вышла из тени. Ее маленькие босые ноги ступали по горячей пыли почти бесшумно. «Эй, девка, куда ты?» — крикнул кто-то из окна, но она не обернулась. Жеребец услышал ее приближение. Он замер, прижал уши к голове и издал глухое предупреждающее ржание, от которого у взрослого мужчины подкосились бы ноги. Он ударил копытом, показывая белки глаз. Еще шаг, и он сорвется, кинется, раздавит. Алина остановилась в 5 шагах. Она не стала кричать или махать руками. Она просто опустилась на колени прямо в пыль, уменьшаясь, становясь совсем крошечной и беззащитной. «Тише», — прошептала она. Голос ее был чистым и тонким, как звон ручья в лесной чаще. «Тише, большой. Тебя зовут Гром, правда? У тебя голос, как у тучи над горами». Конь замер. Его голова была повернута к ней, ноздри раздувались, ловя запах ребенка. В этом запахе не было адреналина, не было запаха железа от ножа или пота преследователя. Пахло сухими травами и детским одиночеством. Алина медленно встала и сделала шаг. Затем еще один. Толпа, вновь начавшая собираться на краю площади, ахнула. Кто-то хотел броситься вперед, чтобы оттащить девчонку, но Савва остановил их жестом. «Смотрите». Жеребец вытянул шею. Его морда была в нескольких сантиметрах от лица Алины. Она чувствовала его горячее, прерывистое дыхание.
В этот момент зверь мог просто сомкнуть челюсти на ее плече. Но Алина лишь медленно подняла руку. Когда ее ладонь коснулась его шеи, покрытой пеной и грязью, по телу коня пробежала судорога. Он вздрогнул, но не отпрянул. Алина начала гладить его, пальцами распутывая колтуны в гриве. «Вот видишь», — тихо говорила она, игнорируя крики людей, — «никто тебя не тронет. Я здесь, мы оба здесь». Гром издал долгий тяжелый вздох, звук, в котором ярость окончательно уступила место изнеможению. Его голова опустилась, и он ткнулся лбом в плечо маленькой девочки. Весь мир вокруг перестал существовать. Остались только старый дуб, ребенок и усмиренная буря. До самого заката Алина не отходила от коня. Она принесла ему ведро воды, и Гром пил долго, жадно, поглядывая на нее из-под длинных ресниц. Она пела ему колыбельную, которую когда-то пела ей мать. Странное дело, люди, которые еще утром требовали немедленной расправы, теперь стояли поодаль, притихшие. Но страх не уходит за один день. Утром следующего дня у дома старосты собрались мужчины. В их руках были не только веревки, но и тяжелые цепи, а Савва принес длинный шест с петлей. «Нельзя его оставлять», — басил староста, выходя на крыльцо. «Сегодня он тихий, а завтра девчонка отойдет, и он разнесет забор, покалечит детей. Дикий зверь всегда остается диким. Мы не можем рисковать деревней ради жалости». Они двинулись к площади. Алина уже была там. Она видела их приближение и поняла все без слов. Когда мужчины окружили дерево, она встала между ними и жеребцом. «Уходите!» — крикнула она, и в ее голосе была такая сила, какой никто не ожидал от сироты. «Он не злой! Вы сами его напугали!» «Отойди, Алинка», — хмуро сказал Савва. «Мы сделаем все быстро. Конь опасен. Он — убийца в лошадиной шкуре». «Он не убийца!» Алина обернулась к Грому. Тот, почуяв недоброе от надвигающихся мужчин, снова начал метаться. Его глаза налились кровью. «Посмотрите! Он боится ваших цепей!» Мужчины начали сужать круг. Гром встал на дыбы, забив передними ногами в воздухе. Веревки затрещали. «Видите?» — крикнул кто-то. «Он невменяем!» Тогда Алина сделала то, что заставило всех замереть. Она рванулась к коню, увернулась от его бьющего копыта и, ухватившись за гриву, подтянулась вверх. Гром дернулся, но, почувствовав на своей спине легкое тепло девочки, внезапно замер, как вкопанный. Алина сидела на нем без седла, без уздечки, вцепившись пальцами в черные волосы. «Развяжите его», — твердо сказала она старости. «Если он захочет меня убить, он сделает это сейчас. Но он не захочет». Наступила мертвая тишина. Слышно было только, как шумит ветер в листве дуба. Староста посмотрел на Савву. Тот медленно опустил шест. «Развязывай», — приказал староста кузнецу. «Если что, стреляй». Савва подошел и дрожащими руками перерезал путы. Гром почувствовал свободу. Он мог сорваться в галоп, сбросить наездницу и умчаться в леса. Но он лишь осторожно переступил с ноги на ногу. Алина слегка сжала его бока пятками. «Ну же, Гром, покажи им!» Жеребец пошел. Сначала медленно, царственно, обходя площадь по кругу. Люди расступались перед ним, но теперь в их глазах был не ужас, а благоговение. Черный гигант шел плавно, словно боясь потревожить маленького всадника на своей спине. Затем он перешел на легкую рысь. Алина засмеялась, ее волосы развивались на ветру, и в этом смехе было столько жизни и счастья, сколько деревня Вербовая не видела много лет.
Они пробежали по главной улице, вышли на луг за околицей и вернулись назад. Гром остановился прямо перед старостой и склонил голову, словно отдавая честь. Страх — это темнота, но доброта — это свет, который ее рассеивает. Староста подошел к коню и, поколебавшись, коснулся его бархатистого носа. Гром фыркнул, но не шелохнулся. «Похоже, мы ошибались», — тихо произнес старик, глядя на Алину. «Не в лошади было дело, а в нас самих. С того дня жизнь в Вербовом изменилась, жеребца больше не привязывали, ему построили просторный загон, но ворота часто оставляли открытыми. Гром стал верным помощником, он помогал таскать тяжелые бревна для новых домов, пахал землю там, где другие кони сдавались от усталости. Но слушался он беспрекословно только одного человека. Алина перестала быть сиротой, которую кормят из жалости. Она стала той, кто приручил бурю. Жители деревни, пораженные ее храбростью и чистотой сердца, стали относиться к ней как к родной. Староста взял ее в свой дом, обеспечив всем необходимым, а Савва выковал для Грома самую лучшую сбрую, украшенную серебром. Вечерами, когда солнце садилось за холмы, окрашивая небо в пурпурные тона, можно было видеть одну и ту же картину. Огромный черный конь медленно идет по берегу реки, а на его спине сидит девочка. Они часто молчали, понимая друг друга без слов. Эта история передавалась из уст в уста, из поколения в поколение. О том, как в маленьком сердце ребенка нашлось достаточно места для огромной боли дикого зверя. И о том, что самая великая сила в мире — это не цепи и не кнут, а простое прикосновение руки, в которой нет камня. Гром и Алина нашли друг друга в мире, который был к ним жесток. Но вместе они сделали этот мир чуточку добрее, доказав, что даже самое дикое существо способно на верность, если в него просто поверить.